Всем привет! На моем канале новый хобби-влог. Кому интересно, добро пожаловать, приятного просмотра. Сегодня у меня по плану от издательства Клевер раскраска «Волшебные миры». Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, а ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Мы здесь выбрали 15-ю иллюстрацию. Сейчас я покажу, что должно получиться. Вот такая вот иллюстрация. Я подготовила фломастеры, но правда еще пока не все. В основном взяла Кариока Джой и один Центропен Rainbow Kids. Ну, я просто вытащила первый попавшийся черный вот отсюда, где у меня все по цветам. Ну что ж, давайте пораскрашиваю на камеру немного. Почему выбрала Кариока Джой? Потому что, в общем-то, здесь очень такие пастельные, нежные оттенки. Ну, маркерами здесь, конечно, односторонние иллюстрации, и можно раскрашивать, я думаю, но если где-то небольшие фрагменты может растечься, но вообще здесь большие элементы, да, и можно без всяких там полосящих эффектов закрасить, но я, честно говоря, не уверена, что это будет хорошо. Когда будут такие единые фрагменты, может быть, это упростит, скажем так, иллюстрацию в конечном результате. Хотя, может быть, стоит и что-то попробовать такое сделать. Но мне вот нравится именно в этой раскраске красить, например, фломастерами. Ну, я рассказывала как-то, да, что именно вот так вот, обводя каждый элемент. Ну, не знаю, почему-то мне вот именно здесь так нравится красить. Конечно, оттенок, в отличие от, так сказать, заявленного, отличается, но все равно нежный, красивый оттенок. Что еще буду сегодня красить, пока не знаю. И что покажу еще во влоге, не знаю. То есть, может быть, это будет только одна эта раскраска, или я начну что-то еще. Скорее всего, начну. Потому что, когда я крашу сразу что-нибудь такое посерьезней, там, карандашами, акварелью, когда это что-то основательное, я могу и одно показать. А тут, чтобы было поинтересней, скорее всего, что-то возьму. Пока еще не решила, что мне хочется. Пока вот крашу здесь. Ладно, не буду вот это пропускать, хотя здесь нет цифры. Ну вот бумагу фломастеры, как я рассказывала, скатывают. Сам фломастер за бумагу вроде как и не цепляется. Это плюс, но скатывает. У меня тут подборочка таких нежных цветов, оттенков.
Сейчас пораскрашиваю, пойду забирать заказ. Но он не канцелярский, не раскрашивательный. Я заказала себе разный чай. Так что пойду забирать. Лениво, конечно, но с другой стороны интересно посмотреть, какие там ароматы, вкусы. Тот чай, который я заказала, я еще не пробовала ни разу, насколько я помню. Так, здесь я раскрасила, правда, тут еще этот цвет. Ладно, возьму другой фломастер. Люблю разнообразие. Так, сделаю лампу. Покупали когда лампу в Леруа Мерлен. Что-то она неудобная. Плафон поднимать, это нужно еще за провод так дернуть, чтобы плафон держался. Я вообще сначала не могла въехать, в чем дело, а потом оказалось, что нужно провод подтянуть. При изменении положения его. Знали бы, конечно, не покупали, но как-то нам было ни к чему, впервые с таким столкнулись. Конечно, не, знаете, плоховато ложится. Вроде красишь в одном направлении элемент, а появляются какие-то проплешины. Не, ну вот когда сейчас поближе я уже элементы крашу, которые ко мне находятся ближе, там попроще. Пожалуй, вот здесь пораскрашиваю, чтобы потом не исправлять. Ну, вот здесь расцветочка похожа с самим фломастером. Интересно, у нас, наверное, снег будет, ну или дождик какой-нибудь. Потому что в сон клонит. И довольно-таки сильно. Потихоньку работа продвигается. И сейчас синий. Обалденный цвет. Да, вроде как кофе пила, а спать охота. Прям невозможно. И вот вроде как я могу позволить себе сейчас все бросить и лечь поспать, но вроде как, не знаю, дел-то тоже много. Сейчас вот здесь дораскрашиваю.
потом положу все это, как водится, может быть, на кухню. И буду потом постепенно красить. Что-то мне это уже поднадоело. Да, как-то мне по номерам раскраски сейчас не сильно заходят. Даже такие хорошие, казалось бы. Вот. Вот этот очень красивый тоже оттенок. Прям нравится. Хорошо, ушастому. Лежит себе. Спит. В общем, как-то вот так продвинулось дело. С обратной стороны все вроде как более-менее в порядке. А я тем временем взяла арт-йогу номер 6 за 17-18 год, декабрь-январь, и выбрала себе эту иллюстрацию. Крайний раз, наверное, в том году вот это красила. Ну а сейчас пришло время вот этой иллюстрации. Забыть плохое, значит впустить хорошее. Тоже верно. А возьму брутфунеры. Сейчас что-нибудь подберу здесь. Выкраску, во-первых. Так, ну я уже примерно представляю, какой цвет я хочу. Что именно. Главное найти эти карандаши. Так, я возьму второй карандаш. Также мне потребуется, ну, это вот этот. Я хочу взять вот этот 56-й. Как интересно, 57-й тоже весьма неплохо. Вот я и думаю, какой бы мне взять. Наверное, я возьму и тот, и другой. Угу. Вот в такой последовательности. И мне еще нравится 83-й. Это уже вот этот карандашик. В общем, для начала буду красить глазастика. Сейчас только я определюсь. Наверное, буду какими-то фрагментами. Ну, в общем, здесь по-простому. Я не буду каждый вот прям завитушку красить. Чем проще, тем иногда лучше. Ну, ложатся карандаши здесь хорошо. Бумага нормальная. В принципе, в арт-йоге всегда нормальная бумага. По крайней мере, из того, что у меня имеется. Нет, я маловато закрасила. Наверное, вот так. Сейчас посмотрю. Не тот взяла карандаш. Вроде как. Изначально. Сейчас вот все верно.
прошлом влоге рассказывала про магазин «Пятерочка», что я там хотела купить у них этот пакет. Ну, месячную подписку. А на самом деле до сих пор там с картой какая-то ерунда. Можно, конечно, завести новую и не париться, но у меня же эта пластиковая карта хорошая. Баллы на нее начисляются, списываются. Просто то ли сбой какой-то, то ли еще какая-то непонятка. Не знаю. А поскольку у них вообще какой-то сейчас сбой в «Пятерочке», они там решают все это вопросы, то непонятно, когда техподдержка ответит. Ну, вот такими элементами и будет хорошо раскрашивать. Продолжаю раскрашивать. Колокольчики я тоже уже представляю, как будут выглядеть. На самом деле я хотела их сделать синими такими, королевски синими, но сделаю их фиолетовыми, потому что фон тоже будет темный. А может, все-таки синими. Такой красивый переход получается. Сейчас я вот это за кадром дораскрашиваю и вернусь к вам. Ну, ой, мне еще остался вот этот фрагмент. Я почему-то... Я такая сонная, что я даже не заметила. Ладно, доделаем, не вопрос. Только я сейчас разверну немножко раскраску. Мне так удобнее. И карандаши надо подточить. Все-таки вот единственный их такой минус — это адски неудобно точить. И когда затачиваешь, форма здесь не очень удобная. Мне не нравится. А так отличные карандашики. Просто когда вот их-то я точу, они прям стачиваются быстро. Не потому, что они какие-то неэкономичные, а именно потому, что заточить по-нормальному не получается. Может, конечно, стоит их реально ножичком точить. Тогда будет хорошо. Надо посмотреть, где-то у меня был такой скальпель, потому что канцелярским ножом, ну, все точит, конечно, но мне не очень нравится. Тут я еще не решила, какой будет цвет. Так, сейчас подберу сюда. Для колокольчиков я взяла 112, 113 и 19. Так, ну что ж, пораскрашиваем. Тоже, наверное, такими небольшие буду участочки закрашивать.
Ну, я так примерно представляла, какой цвет хочу. Потом выбрала вот 3 цвета. Ну, а вроде хорошо сочетаются. Ну, вернее, сочетается все хорошо. Главное, чтобы в меру. А так-то все цвета между собой сочетаются. Конечно, что-то я наслаиваю мало. Надо несколько слоев, конечно, делать. Ладно, сейчас еще за кадром. Все равно буду основное все за кадром делать. Нежненький оттеночек. И мне вот этот нравится. Очень красиво. Здесь. Потом я натру это прям до хорошего блеска. Как я люблю. Чтобы был глянец. И все заодно сгладится. Так. Как раз написали WhatsApp из 5. Ладно. Сейчас дораскрашиваю, почитаем. Прошло уже, честно скажу, несколько дней. Я занималась другими делами, всякими домашними, потому как немножко там подзапустила. Не, ну на самом деле надо было убраться, приготовить. Вот, и сейчас я села пораскрашивать. Но потом поеду погулять. Ну и пока немножко пораскрашиваю, я уже соскучилась по раскрашиванию. Ну, у меня не получится погулять на выходных, поэтому поеду сейчас, а то будет как-то скучно целую неделю ждать. Но то, что не получится, в любом случае хорошо, потому что работа тоже важна. Но и погулять, знаете, это настроение поднимает. К тому же зайду. У меня появился очередной купон в Хофф, потому что обычно я беру в Леонардо, но сейчас перед Новым годом их как-то очень расхватывают быстро. И я как-то вот уже второй раз, когда у меня копятся баллы, я не успеваю взять купон. То есть он еще позавчера был, вчера вечером его уже не было в предложенных вариантах. То есть там добавляют, можно дождаться. Но я ждать не очень хочу. И я в прошлый раз хотела Хофф, туда пойти. Но по итогам его тоже разобрали. И из наиболее интересного был Магнит. Потому что в Комусе там были дервенты, в общем, по неплохой цене. Но только в интернет-магазине по условиям там немножко не проходило. Мне в общем, неинтересно мне это было. Вот, поэтому я взяла в Магнит, сходила в Магнит Косметик. Там всяких вкусняшек косметических себе набрала. Вот, но в этот раз не получилось с Леонардо. Я решила, думаю, ну, пусть будет Хофф. Тем более я полюбила этот магазин. Поеду что-нибудь себе куплю. К тому же, знаете, я уже поняла, что, ну,
Такого канцелярского, ну вот глобально мне ничего не хочется. Я даже не хочу, не мечтаю на Новый год получить какие-то раскраски. Ну, всего в достатке. То есть, возможно, что-то будет, но, честно, не очень бы хотелось. Это не очень интересно. Я так и чисто для себя и вообще выложила там хотелки, потому что и себе напоминалочка. Я когда что-то нахожу интересное, что реально хочется, добавляю в в список желаний. И самой неплохо их осуществлять и вообще. Но я сейчас как-то прикололась по всякому декору, посуде, ну не знаю. Жаль, конечно, что купонов в Икею нет. Там бы я точно нашла, что себе приобрести. Хочу, возможно, покататься с горки сегодня. В общем, провести такой веселенький денек. Ну, честно скажу, что у меня сегодня не очень много энергии. Я бы даже сказала, что какой-то такой упадок сил. Но я хочу себя взбодрить. Вот. Причем я специально выйду на Динамо и пойду пешком до ЦСКА, чтобы уже без вариантов. А там взбодрюсь и хорошо. Ой, я, наверное, в кадре с этим своим пластырем. Ну, там ничего страшного, так, мелкая неприятность. Я кремом мазала ноги, выдавливала крем из тюбика, и у него отскочила крышка. Ну и поранилась. Вот. Да, уже успела новый маникюр сделать, а то с тем я переходила. Не, но он меня устраивал. Я, кстати, я же говорила про подписку «Пятерочка». Да, я и подключила. Прикольно. Я пока не знаю, насколько выгодно, но я, например, совершаю обычные покупки, но перед этим беру себе бесплатно кофе, мне дают баллы, и я уже потом беру эти обычные покупки на баллы. Очень прикольно. К тому же там вот до того, как я купила подписку, я сделала несколько заказов в их постамат на одном из сайтов и получала уже в момент после подключения. И получилось так, что мне еще там доставка-то бесплатная, а мне еще с каждой доставки 50 рублей давали. Ну, 500 бонусов, это 50 рублей. Вообще очень прикольно. Я даже решила первый стаканчик сохранить на память. Ну, потому что я люблю коллекционировать стаканчики, а во-вторых, это, знаете, такая напоминалочка, что Вселенная очень, да, к нам благосклонна. Вот. Это приятно осознавать в какие-то грустные моменты и понимать, что вообще-то о тебе Вселенная заботится. Это здорово. Ну, потому что очень удобно, гуляешь и один бесплатный напиток берешь. Все 100% баллами возвращают, и, в принципе... Но единственное, конечно, такой момент, что в Ашане гречка, которую я для собаки беру, да и для себя, в общем-то, стоит 70 рублей, в Пятерочке. Там на 100 грамм больше, но стоит 89 уже. Это, конечно, невыгодно, но я подумаю, что с этим делать. Вот. На следующий месяц. Вот. Но к тому же еще, понимаете, у меня, ну, как бы
И собака, я замечаю, гречку-то из 5 не очень хорошо ест. То есть он ест, конечно, но без фанатизма. Вот. А некоторые вещи действительно я так сохраняю на память. И я сейчас покажу. У меня на память уже несколько лет лежит вот такая вот шоколадка. Мне ее подарила соседка пожилая, которой я раньше помогала. Она вот умерла в октябре. Ну, дело в том, что мне очень нравится блогер Ольга Дворецкая. Ну, она там рассказывает про всякие там законы притяжения, движухи, тому подобное. И вот я ее всегда, особенно раньше, смотрела с огромным удовольствием. И вот она как-то рассказывала тоже про какой-то такой способ. Там было задание, в общем, что-нибудь такое Вселенную попросить, типа для проверки. Ну и она вроде как попросила гель для душа, но я попросила совсем другое, потому что, гель для душа это ожидаемо, что мне даже вне праздников могут подарить, уж если что. Я решила попросить шоколадку, потому что, обычно, да, мне такое не дарят, зная, что я как бы и вроде бы и не против сладкого, но я не сладкоежка в целом. И я попросила, и никаких праздников, никаких поводов не было. И вдруг раз соседка мне приносит шоколадку. Вот это было удивительно. Я ее оставила на память. Вот лежит уже очень-очень давно. Правда, когда мне бывает грустно, я забываю на нее смотреть. А надо как-то для себя организовать такой уголок, чтобы он прям бросался в глаза. И всякий раз, когда погрустить захочется, чтобы вот было видно, что поводов для грусти нет. Вот, например, даже сегодня мне было как-то грустно, а раз промокод на 500 рублей, пожалуйста, пойди порадуйся. Вот. И помню, у меня еще мама, когда в больнице лежала, я ехала в такси, и меня водитель угостил конфеткой. Есть я ее не стала, я вообще как бы никогда у незнакомых, что в детстве, что сейчас, не беру, но мне обижать его не хотелось, поэтому взяла и положила тоже как такая напоминалочка. В общем, как-то так все продвигается. Сегодня, я думаю, уже закончу. Нужно еще здесь таким цветом и блендером пройтись. Но это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Под видео найдете интересные ссылки. Вот. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам, конечно же, прежде всего здоровья, вдохновения во всем. Пусть в вашей жизни тоже будет много приятных моментов. И, конечно, желаю всякие такие мелочи приятные не пропускать, обращать на них внимание, потому что, да, это делает нашу жизнь более уютной, приятной и комфортной. До скорой встречи. Всем пока-пока.